Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве, на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор нового Hummer MLT 580, полноприводный полуинтеграл. The back is straight but must bend. Journey to the end and you. Air, more and more air. Wind whistles through my parts. The storm has come to us here and welcome it to our hearts. Life is a journey. Search for our way through a sky without light. Шасси у нас Mercedes-Benz Sprinter, новый, 2022 года, 2-литровый. По поводу полноприводности. Это постоянная дискуссия, вы часто пишете в комментариях, можно ли это считать нормальным полным приводом, нет. И это такая, мне кажется, вечный вопрос, вечная дискуссия. У меня есть только один ответ. Мы испытывали эти машины в относительно внедорожных условиях. У нас на канале есть ролики, перейдите по ссылке, посмотрите сами, как это выглядит, по каким дорогам проезжает, такой же вэн, и вот такой полуинтеграл. Что я могу здесь сказать? По сути, это комплектация кроссовер, только там без лишних утяжеляющих моментов, поэтому это Б-категория, то есть менее 3,5 тонн. Высоту клиренса вы можете видеть сами, то есть здесь у нас выше клиренс для повышенной проходимости. Ну, и, естественно, там у нас постоянный полный привод сейчас, и есть там блокировка дифференциала и так далее. Вся подробная информация, опять-таки, если вас интересуют какие-то технические нюансы, по ссылке в описании. А мы же пойдем смотреть, что внутри в жилом пространстве. В кабине у нас все стандартно для Мерседеса. Здесь у нас мультимедиа с возможностью подключения Android или iPhone CarPlay и аналогичной системы для Android. Также у нас здесь автоматическая коробка, 9-ступенчатая, включается на руле. Есть подрулевые лепестки для ручного управления коробкой. Ниже есть кнопки, помощь при спуске, подъеме. Здесь у нас еще блокировка и кнопка, с помощью которой мы можем слить бак серой воды прямо нажатием одной кнопки в кабине. Ну и также есть кнопка, чтобы закрыть ступеньку прямо с водительского места, не вставая и не выходя в жилое пространство. На руле у нас помощники, speed limit, адаптивный круиз-контроль, с правой стороны управление мультимедиа и вот такая вот сенсорная панелька, чтобы как раз управлять мультимедиа. Ну и здесь тоже у нас сенсорный экран. Отделка салона в конкретно данной машине у нас ткань, которая находится сейчас здесь в Москве, но бывает опционально в этой модели может быть и кожа, там темная, светлая, неважно, на ваш выбор. Вот. Но здесь сейчас это в данном случае ткань. Разворачиваемся прямо на кресле. Второе кресло также разворачивается. Вот раз. Ну, тут нужно чуть-чуть его вперед, назад. Удобнее это делать, когда на нем сидишь. И мы попадаем в столовую группу. Здесь у нас диванчик углом, стол. Стол сдвигается вперед, назад, поворачивается, как вам необходимо. В конкретно данной комплектации в этой машине стол не опускается, дополнительное спальное место здесь нельзя оборудовать. То есть у нас, по сути, 2 спальных места. До спальни мы дойдем, но ехать могут 4 человека. То есть у нас есть ремни безопасности на 2 передних креслах в кабине и 2 ремня безопасности еще на диванчике вот здесь в жилом пространстве. Над кабиной у нас вот такой панорамный люк, он, естественно, закрывается плотной шторкой или же москитной сеткой, если вы открыли в режим проветривания, как вам необходимо. Можно открыть в режим проветривания, можно открыть прям широко. Также здесь есть фонарики, вот такие, и у основания этих фонариков USB-порт, розетка. Обычно это актуально, когда здесь есть у нас опускаемая кровать в таких моделях, тогда очень удобно здесь прям заряжать и пользоваться этими полочками. В данном случае не очень понятно применение прямо этих фонариков, но на самом деле USB-розеток лишних не бывает. Все равно вы можете здесь положить какой-нибудь iPad, я не знаю, что-то еще, какое-то устройство на зарядку на эту полочку, когда остановились.
Конечно, есть еще две USB розетки в гостиной, и здесь же у нас розетка 220 вольт. И еще вот такой фонарик с режимом ночничка. Синенький огонек вокруг кнопки горит, сенсорный, касаемся один раз. Второй раз касаемся, включается вот такой фонарик. В остальном больше особо отметить здесь нечего. Наверху есть шкафчик. Переходим на кухню. Здесь у нас газовая плита на 3 огня с электроподжигом. И, конечно же, раковина. Кран вот таким образом поворачивается, то есть, чтобы его раковину закрыть, нужно кран повернуть в сторону. По сути, особо рабочей поверхности какой-то дополнительно здесь нет, то есть мы просто открываем и закрываем вот эти вот стекла и используем это как рабочую поверхность. Ну, не считая того, что есть вот такая небольшая дощечка, но максимальная нагрузка сюда 5 килограмм. Ну, это так, в принципе, дверь открыть, там что-то на улицу подать, поставить, я бы так к этому относился. Так, как у нас здесь, да, вот так, раз, все, сложили. Есть еще вот такой небольшой трек, на нем крючочки, наверное, можно, я лично не встречал, но по идее можно сюда какие-то еще модули, полочки, что-то установить. Надо где-то в магазинах искать дополнительных запчастей. Естественно, есть розетки 220 вольт, 2 на кухне, наверху шкафчик, и у этого шкафчика вот такой декоративный вырез, и одна полочка остается открытой. На самом деле не очень практичен этот вырез, это скорее просто такой декоративный элемент, и когда вы стоите, да, здесь можно расставить какие-то баночки, что-то симпатичное, но в движении лучше все-таки все убрать полностью за дверь и здесь ничего не оставлять, может упасть. Ниже у нас ящики, наверху вилки, ложки, есть лоток и еще свободное место, 15 килограмм максимальная нагрузка, и ниже еще 2 ящика. В нижнем ящике, в самом, есть какой-то лоток, он никаким образом почему-то здесь не закреплен. Не знаю, какое у него особое значение, кроме того, что это просто лоток. Но есть вот такое мусорное ведерко дополнительное, которое в ящик фиксируется прямо на стенку. Это удобно, то есть для кухни какие-то вот отходы вы удобно можете скидывать в это ведерко, плотной крышечкой закрыть, и это еще все в движении не упадет. Продолжая тему кухни, у нас здесь холодильник, 140 литров объем. Холодильник работает от газа, электричества 12-220 вольт, и внутри есть морозилка. Тут у нас полочки, лоточки, все внутри, в принципе, как в таком хорошем домашнем холодильнике. На 2 человек особенно должно быть более чем достаточно. Движемся в сторону спальни. Здесь у нас при входе гардероб. Есть фонарик, то есть, когда мы открываем дверь, автоматически включается свет. Наверху вот такая лампочка. Палочка есть и внизу полка. Шкафчик небольшой, но опять-таки, в принципе, рассчитан на 2 путешественников по большей части. Должно быть достаточно. У нас есть еще вторая палочка, уже открытая. Вот здесь вот в спальне, с правой стороны рядом. То есть можно повесить какой-то пиджак, там сюда куртку. Шкаф закрывается вот таким образом. Поворачиваем ручку, и это запирает шкаф. Дверь не откроется на ходу. Если повернули ее дальше, то она у нас уже никак не захлопывается. Можем спокойно пользоваться. А вот в движении раз и повернули. И мы попадаем в спальню. В спальне у нас внизу есть лючок в ступеньке. Сейчас посмотрим, что здесь. Здесь у нас просто доступ к коммуникациям в этом лючке, к системе отопления. И вторая ступенька – это такое небольшое место для хранения вещей, собственно, на глубину этой ступеньки. Под правой частью кровати есть еще один шкаф. Вот это уже такой большой, полноценный, можно сказать, гардероб. Можно здесь складывать вещи, можно также повесить. Также эта часть поднимается вверх, чтобы, например, вещи, пиджаки можно было повесить удобно. Мы просто можем поднять вот эту часть кровати и получить доступ в это место для хранения вещей. Далее, что у нас в спальне? С правой стороны выключатели, чтобы включить-отключить свет. От остального жилого пространства спальня отделена вот такой шторой. Ну и по периметру у нас есть вот раз, два, по бокам шкафчики, в них в принципе есть подсветка, и она же подсветка такая на потолок. И в изголовье еще шкафы. Раз, два и 3. И по бокам небольшие полочки. Все абсолютно симметрично, не считая вот этой вот откидной части. Также в изголовье розетка 220 вольт, 12 вольт и 2 USB порта для зарядки телефона. Ну и, конечно же, еще есть такие вот персональные фонарики по краям, точно такие же, как в гостиной. Наверху на потолке у нас есть окошко, люк со шторкой и с москитной сеткой. Санузел расположен по левому борту, за вот такой жесткой дверью. Что у нас внутри? Здесь у нас объединен туалет и, собственно говоря, душевая. В туалете у нас есть раковина. Раковина сделана из такого искусственного камня, какого-то полимера, но вот на ощупь он холодный и напоминает прям такой, как камень. Ну и визуально сделан. Ну, то есть, искусственный камень, когда полимеры с крошкой. Есть небольшой шкафчик
Здесь у нас, я так понимаю, да, включение-отключение насоса прямо в ванной, что удобно. Розетка 220 вольт. И, конечно же, у нас здесь еще есть внизу шкафчик, и в нем вот такой лоток для туалетной бумаги. Мы вот сюда просовываем кончик, она у нас никуда не падает, не соскакивает в пути, и при этом можно прямо так пользоваться. Туалет Тетфорд с электросмывом. Душевая занимает такую львиную часть этого пространства. По высоте, вот мой рост 1,80 м, в принципе, с ростом 1,90 м, наверное, уже будет впритык. Ну, там, до 1,90 м, в принципе, по высоте нормально. В стороны весьма просторная душевая кабина по меркам автодомов. Вот такие дверки у нас на магнитке фиксируются, складываются и вот так вот раз в несколько частей, и кнопочкой фиксируются для того, чтобы в движении они не болтались. По объему, ну тут как бы все зависит от ваших габаритов. В принципе, вот, ну, мне было бы здесь более чем комфортно, но я не самый крупный человек. Над кухней и гостиной есть, кстати говоря, еще один люк, создает такое дополнительное дневное освещение, естественно, тоже с москитной сеткой и шторкой. Над дверью у нас пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома. Вот я нажал, у нас выключился свет. Можем посмотреть заряд аккумуляторов. У нас два салонных аккумулятора 95 ампер-час емкость. Бак сточных вод можем посмотреть, бак чистой воды. 120 литров объем бака чистой воды и серая вода 100 литров бак. И, соответственно, также мы можем посмотреть заряд аккумулятора в кабине, от которого заводится автомобиль. Все это можем посмотреть здесь. Далее у нас пульт управления печкой Трума, 6-киловаттная Трума дизель, то есть питается из общего бака, на каком топливе едем, на дизеле, оттуда же печка и забирает топливо, чтобы вам было тепло. Это удобно, не нужно дополнительно об этом беспокоиться. 6 киловатт это весьма мощная Трума, для такого, в принципе, компактного автодома здесь будет всегда тепло, достаточно даже в сильный мороз. Входная дверь, на двери у нас есть основное мусорное ведро, есть окошко, естественно, со шторкой. Здесь москитной сетки нет, потому что окно не открывается, но есть москитная сетка на саму дверь. Это немаловажно, чтобы у вас комары там летом не налетели, когда вы дверь открыли. Ну и, конечно же, электрическая ступенька, про которую я говорил, мы ее можем открыть-закрыть с водительского места, а можем вот нажать кнопку около двери внутри. Далее по правому борту у нас два вентиляционных отверстия холодильника и подключение к сети 220 вольт. Ну и заливная горловина для чистой воды. Ну и также у нас установлена здесь маркиза Thule OmniStore опционально. Багажник у нас весьма просторный, дверь большая, 1,20 на метр. Это весьма редко для такого класса автодомов, ну то есть далеко не в каждом будет такая большая дверь в багажник, в гараж. Максимальная нагрузка 350 килограмм здесь в багажник, что тоже весьма неплохо, но может быть опционально не в этой конкретной машине. Хотя можно, наверное, подумать, и как здесь усилить. С помощью усиления может быть нагрузка до 450 килограмм в багажник. По бокам есть у нас место для крепления грузов. Вот такие вот рейлинги с крючками. Розетки 220 вольт для того, чтобы заряжать какие-нибудь скутера, электросамокаты, велосипеды прямо в багажнике, когда вы находитесь в кемпинге и у вас их не украли. Ну и вот такие небольшие полочки здесь расположены просто для хранения каких-то вещей. Например, вот ремкомплект для колеса. Здесь идет штатный от Hummer, и он у нас вот на этой полочке, собственно говоря, и расположился. Багажник отапливаемый, вот в данный момент прямо отсюда дует теплый воздух, потому что я включил печку, то есть зимой здесь тоже ваши вещи не замерзнут. По левому борту газовый отсек. Здесь два баллона по 11,5 килограмм. От газа у нас работает, напоминаю, холодильник и плита, печка дизельная. Ну и, конечно же, багажник у нас сквозной, с другой стороны еще одна точно такая же дверь. Движемся дальше. Тут у нас кассета биотуалета. Ну, весьма стандартная 20-литровая кассета. Далее еще один лючок. В нем мы получаем доступ к предохранителям, к системе электрификации. Здесь мы можем перекрыть воду. Например, когда нам нужно слить и оставить машину замерзать там на зиму, мы можем слить всю систему. Ну и какое-то небольшое место вот такое для хранения, и в него можно получить доступ из салона, из-под сидения. Ну или прямо из этого лючка. Ну, скорее всего, сюда рационально положить какую-нибудь катушку, что-нибудь связанное с электричеством, такое небольшое, ну или то, что вам может, мелочь какая-то такая для обслуживания автодома, которая вам может понадобиться и из салона, и снаружи, в зависимости от обстоятельств.
И ниже еще один лючок. Здесь, собственно говоря, и расположен салонный аккумулятор, то есть он по факту расположен снаружи в специальном коробе и не занимает уже место внутри. Ну и здесь тоже еще расположены предохранители и еще свободное место для установки, например, дополнительно еще аккумуляторов. Можно даже, наверное, еще 2-3 поставить, если вам это необходимо. Сзади у нас установлена штатная камера, она дает очень хороший обзор прямо на штатном мультимедиа, и это сильно помогает в управлении автодомом, особенно если вы большую часть времени передвигаетесь на легковом автомобиле. И опционально установлен фаркоп. Полноприводный Hummer MLT 580 мы сегодня с вами посмотрели на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Пишите в комментариях ваше мнение, кому подходит такой автомобиль, для каких условий, где бы на таком теоретически путешествовали вы. Еще такая маленькая ремарка. Здесь у нас 2 спальных места, но в целом производитель заявляет 2+1. Теоретически может быть заказан с завода уже не в этой машине опускаемый стол и такое условное спальное место с разворачиваемым сиденьем водительским, но это такая очень условная история, скорее там ребенку одну ночь переночевать, это все не очень удобно. Но также может быть дополнительно заказана подушка сзади, и вот эта большая кровать, в принципе, на ней спокойно размещается 3 человека. Но это уже вопрос, насколько вам комфортно. Но сама концепция, конечно, Hummer это такой премиальный сегмент, и поэтому оно все-таки вот так адаптировано, чтобы было вот комфортно 2 людям путешествовать, и вот как бы на этом все. Ну и в принципе в таких полуинтегралах далеко не всегда удобно путешествовать, особенно если он не олькованный, большой толпой. Это именно про комфорт, там 2 путешественников и какую-то дополнительную проходимость. Конечно, в какие-то непролазные дебри, наверное, мы не поедем на такой машине, даже если она проедет, машину все равно в каком-то смысле жалко, но какое-то элементарное бездорожье, выехать к реке, к озеру, там, куда-то на природе, съехать с асфальта, вот самое то, как показала практикой, как то, что мы проверяли. Опять-таки напоминаю, по ссылке переходите, там есть ролик про то, как мы ездили по бездорожью на именно таких машинах. Ну и, конечно, все дополнительные характеристики, все, о чем я не сказал, вы также найдете по ссылке в описании. Самое важное, что надо сказать про эту машину, то, что она сейчас находится, напоминаю, здесь, в Москве, и на данный момент, в конце октября 2022 года, ее цена 18 миллионов рублей. Но уточняйте цену по ссылке, цена часто меняется, она может подниматься, может опускаться, ситуация очень сильно нестабильная, поэтому мы цены говорим редко, но в данном случае я решил сказать, но все равно проверяйте ее по ссылке в описании. Ну и, конечно же, вы можете приехать на проспект Мира 150 и посмотреть эту машину своими глазами. Это канал «Яхта на колесах», меня зовут Антон, до новых встреч, пока!